Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые детские пинетки-сандалики. Данные пинетки вяжутся очень просто, смотрятся очень красиво и очень оригинально. Данную модель пинеток можно связать как для мальчиков, так и для девочек. Это у нас идет именно пуговка, и данные пинетки можно расстегнуть и застегнуть. В мастер-классе данные пинетки я буду вязать из пряжи Alize Baby Wool. Это у нас идет детская пряжа, и по составу это идет 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Метраж у данной пряжи идет на 50 грамм, 175 метров, а вязать мы с вами будем в 2 нити. Также нам понадобятся чулочные спицы номер 3 мм. В мастер-классе данные пинетки я буду вязать на длину ступни где-то примерно 10-11 сантиметров. Но сейчас в процессе вязания вы поймете принцип вязания данных пинеток, и вы сможете их связать абсолютно на любой размер ноги. То есть по принципу вязания мы с вами вначале свяжем вот эту подошву. Как раз таки вот длиной этой подошвы, которую мы будем вязать в самом начале, вы и сможете отрегулировать размер данных пинеток. То есть эту подошву можно связать, как, к примеру, 8, 10, 12 и так далее сантиметров. За счет этого вы и получите данные пинетки абсолютно на любой размер ноги. Далее мы с вами свяжем подъем, мысок, вот этот язычок, после чего мы с вами свяжем вот эту, вот она у нас идет, часть пинетки. Вот эту обвязку, которую я делала васильковым цветом, вот в моем случае ее делать не обязательно, но опять же здесь я хотела этой обвязкой подчеркнуть вот некоторые моменты, то есть отделение подошвы от нашего подъема, и вот, скажем так, обыграть эту пуговку василькового цвета, поэтому обвязку я сделала вот такого вот контрастного василькового цвета. И вот такие вот красивые пинетки в итоге у меня получились. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные пинетки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр, как я говорила, 3 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 6 петель. Вяжем, как я и говорила, мы в 2 нити. Спицу одну аккуратно вынимаем и приступаем к вязанию первого ряда. В первом нашем ряду первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вот петли все провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Сейчас в изнаночных рядах мы будем делать прибавление петель, поэтому первую кромочную петлю я снимаю, далее я делаю накид, вот набрасываю рабочую ниточку на спицу от себя и вяжу дальше все петли лицевые, не довязывая одну последнюю кромочную петлю. То есть вот у нас осталась одна последняя петля. Здесь я также делаю накид вот от себя, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваем на лицевую сторону, и сейчас вяжем 3-й лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее мы наши накиды будем провязывать лицевой петлей вот за заднюю короткую стеночку, вот так, чтобы не образовывалось никаких дырочек. Вот лицевая, и дальше все остальные петли я продолжаю вязать также лицевыми. Вот наш накид в конце ряда, я также его провязываю лицевой петлей за заднюю короткую стеночку, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. На спицах у нас сейчас расположено уже 8 петель. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, это в 4-м ряду. Дальше делаю опять накид и опять вяжу все петли лицевые, не довязывая одну последнюю кромочную петлю. Лицевая. Далее в конце ряда я также делаю накид, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Кончики подтягиваем и вязание переворачиваем на лицевую сторону. Вяжем 5-й лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше все петли я провязываю лицевыми. Единственное, наши накиды мы провязываем за заднюю короткую стенку, так чтобы
не было никаких дырочек. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот наш накид за заднюю стенку 9. И последнюю кромочную 10 мы провязываем изнаночной петлей. И на спицах у нас сейчас вот 10 петель. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону. И сейчас опять в 6-м изнаночном ряду делаем прибавление петель. Первую кромочную петлю я снимаю, делаю накид. Вяжу все петли лицевые, не довязывая одну последнюю кромочную петлю. В конце ряда я снова делаю накид. И последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. И сейчас 7-й лицевой ряд мы провяжем все петли. Вот лицевыми наши накиды мы провяжем за заднюю короткую стеночку. Далее вязание перевернем на изнаночную сторону. Вот на изнаночную сторону. И снова в 8-м изнаночном ряду сделаем 2 петли прибавки. То есть в начале и в конце ряда. И далее мы с вами провяжем еще 9-й наш ряд. Все петли лицевыми. То есть так, чтобы в итоге у нас получилось на спицах 14 петель. То есть 7, 8 и 9 лицевой ряд вяжем сейчас по этой схеме самостоятельно. Итак, вот я провязала 9 лицевой ряд. Далее мы вязание переворачиваем, получается, на изнаночную сторону. И все, мы сейчас никаких ни прибавок, ни убавок делать не будем. Мы первую кромочную петлю будем просто снимать, не провязывая. И далее все остальные петли до конца этого ряда мы будем провязывать лицевыми. Вот лицевая, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание вот сразу же переворачиваем на вот сейчас получается лицевую сторону. Таким образом мы сейчас должны провязать вот это просто прямое ровное полотно лицевыми петлями. В моем случае я сейчас буду провязывать 14 платочных дорожек. То есть вот этот наш наборный край мы сейчас не считаем. Вот он у нас идет. И дальше вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. То есть я сейчас провязала 5 платочных дорожек. Итого сейчас у меня должно быть здесь провязано 14 платочных дорожек. Или если вы вяжете из другой пряжи, или ваша плотность будет отличаться от моей, то высота общая вот этой нашей детали, которую мы сейчас должны будем провязать, должна быть где-то примерно около 6,5 сантиметров. Итак, вот я держу вязание лицевой стороной вверх, и здесь у меня провязано вот 14 платочных дорожек от наборного края. И высота вот этой моей детали сейчас составляет вот ровно. Вот эта деталь будет являться передней частью нашей пинетки. Сейчас, после того, как мы провязали 14 платочных дорожек, мы сейчас с одного и со второго края убавим по одной петли. Вот этот участок, который мы сейчас с вами будем провязывать, это будет являться пяткой подошвы. И здесь вот буквально чуть-чуть она будет сужаться с одного и со второго края. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее после кромочной первую и вторую петлю я провязываю сейчас 2 вместе лицевой петлей, и дальше вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца 3 петель. Когда в конце у нас осталось 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю петлю я провязываю изнаночной. Это наша кромочная петля. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и дальше все петли мы также будем продолжать вязать лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Сейчас у нас на спицах находится 12 петель. То есть все, больше сейчас мы никаких ни прибавок, ни убавок делать не будем. Дальше будем продолжать вязать просто ровное полотно вверх, провязывая все петли лицевыми. Вязание я сейчас держу вот лицевой стороной вверх, и сейчас я буду опять провязывать просто все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, так, чтобы от нашего наборного края у меня было сейчас провязано 22 платочные дорожки. Или, когда я провяжу сейчас эти 22 платочные дорожки, высота моей вот этой подошвы будет равна 10 сантиметров. Итак, вот я провязала итого 22 платочные дорожки. Высота моей этой заготовки получается, ну вот около 10 сантиметров. Теперь мы будем опять убавлять
вот здесь наши петли, то есть закруглять пятку нашей подошвы. Убавление петель я буду делать вот с лицевой стороны, поэтому первую кромочную петлю я снимаю. Далее после кромочной я провязываю первую и вторую петлю 2 вместе лицевой петлей и дальше вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 последних петель. Когда в конце ряда у нас осталось 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю и в изнаночном ряду я все петли провязываю лицевыми. Первую снимаю и все остальные вяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. Вязание я держу лицевой стороной вверх. Опять первую кромочную петлю я снимаю. Далее первую и вторую петлю после кромочной я провязываю 2 вместе лицевой. Вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петель. Когда осталось 3 петли, первую и вторую петлю я здесь также провязываю 2 вместе лицевой петлей. И последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. У нас на спицах сейчас расположено 8 петель. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны все петли провязываю лицевыми. И вот вязание я держу лицевой стороной вверх. На спицах у меня 8 петель и длина моей подошвы сейчас равна, ну вот, 11 сантиметров. Все, никаких убавок больше я делать не буду. То есть получается, вязание мы начинали вот с набора 6 петель и закончили мы вязание 8 петлями. Далее, как я говорила, вот этот участок, это будет идти мысок нашей пинетки, это задняя часть нашей пинетки. И получается, что если, к примеру, данные пинетки вам нужны на меньший размер ноги, то вот здесь получается, убавление петель у нас заняли всего лишь 2 платочные дорожки. То есть это получается, что если, к примеру, данные пинетки вам нужны были бы на размер меньше, то вот здесь до убавок вы должны были бы провязать, допустим, не 22 платочные дорожки, а, к примеру, 20 или 18, в зависимости от того, на какую длину ступни вам нужны данные пинетки. То есть у меня получается, я до убавлений провязала 10 сантиметров, и вот здесь вот это убавление у меня заняло 1 сантиметр. То есть итого общая длина у меня получилась 11 сантиметров. То есть по этой же схеме вы сможете связать подошву абсолютно на любой размер ноги. Ну а у нас после того, как подошва связана, мы сейчас будем приступать к вывязыванию подъема. Для вязания подъема мне сейчас понадобится еще дополнительно 2 чулочные спицы. Также сейчас, возможно, вам понадобится крючок, так как мы сейчас вдоль вот этой нашей подошвы будем поднимать из кромочных петель петли. И если где-то будет поднимать неудобно спицей, можно помогать себе крючком. Вот сейчас идет моя как бы лицевая сторона. Вязание вот таким образом я сейчас разворачиваю, так как с этой стороны у меня вот идет рабочая ниточка. И сейчас вот здесь в наши кромочные петли я буду поднимать петельки. Теперь как же нам понять, сколько петель нам необходимо поднять вот здесь в этом участке? Количество петель, которые мы должны поднять, будет равно количеству провязанных платочных дорожек. То есть если мы сейчас вот здесь пересчитаем платочные дорожки, то у меня в моем случае я сейчас провязала 24 платочные дорожки. То есть вот здесь вдоль нашей этой линии я сейчас, получается, должна буду поднять 24 петельки. То есть вот я начинаю набирать на спицу. Если неудобно набирать на спицу, можете помогать себе крючком. То есть вот 1 петля, вот наша следующая кромочная, и оттуда я вынимаю вторую петлю. Дальше вот 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. То есть до нашего наборного вот этого кончика я должна поднять здесь 24 петли. Итак, вот здесь до нашей вот этой ниточки, где мы набирали наши петли, я подняла 24 петли. Далее вот здесь в этом участке я должна буду поднять 6 петель, так как мы с вами изначально набирали вот 6 петель. То есть вот у нас я буду помогать здесь себе крючком. 1 петля. Дальше вот 2, 3, 4, 5 и вот здесь 6. И после того, как мы подняли здесь вот 6 петель, эти петли я сразу переснимаю вот на следующую чулочную спицу. Вот и дальше вдоль вот этой части
нашей подошвы мы также должны сейчас поднять 24 петли. Итак, вот я подняла все петли. То есть у меня получается 8 петель, 6 петель, где 6 петель это будет идти передняя часть нашей пинетки. Дальше 24 с одной стороны петли и 24 петли с другой стороны. Сейчас перед тем, как приступать дальше вязать наш подъем, давайте мы эти петли сразу распределим на 3 спицы. Ну, мне кажется, так вязать будет более удобно. Значит, смотрите, там, где у нас идет именно 6 петель, или там, где у нас идет передняя часть вот нашей пинетки. Наш мысок я буду вот вязать из 10 центральных петель. На спицах у меня здесь этих петель 6, поэтому 2 петли вот с одной этой спицы и 2 петли вот с другой спицы я сейчас пересниму на вот эту спицу, где у меня находится 6 петель. То есть мы сразу будем понимать, что это идут вот 10 петель нашего мыска. То есть 2 петли отсюда и вот 2 петли отсюда я переснимаю на эту спицу. Далее вот вязание я переворачиваю, и вот идет наша задняя спица, где у нас вот сейчас на спице как раз таки 8 петель. Сейчас эти 8 петель я также переодену на 2 вот эти спицы с боковыми частями. Единственное, смотрите, сейчас мы наш подъем будем вязать платочной вязкой. Когда мы вяжем платочную вязку по кругу, то есть мы чередуем наши ряды. Один ряд мы провязываем лицевыми петлями, а один ряд мы провязываем изнаночными петлями. Поэтому при смене этих рядов здесь у нас получается вот такой вот стык. Чтобы этот стык был ровненько посередине, а не где-то вот здесь вот сбоку, я сейчас вот держу вязание таким образом. Вот это моя верхняя часть, это вот идет, получается, уже будет являться моей изнаночной стороной. Вот идет моя рабочая ниточка, и вот идет наша спица, где у меня сейчас вот находится 8 петель задней части. То есть я сейчас продолжаю вязать 4 лицевых петли, получается, вот с левой спицы на правую. То есть вот петли я провязываю лицевыми. Вот одна петля, дальше вторая, третья и четвертая. Все, вот этот стык, можно сюда сейчас повесить маркер, и будет являться серединой нашего вязания. Оставшиеся вот эти 4 петли я сейчас просто переодену, не провязывая, вот с правой спицы на левую. Мы сейчас будем приступать к вязанию подъема. И сейчас вот этот вот первый ряд я провяжу все петли изнаночными по кругу. То есть вот одна изнаночная, вторая, третья, вот четвертая, пятая, шестая и так далее. То есть вот по кругу все петли изнаночными. Сейчас давайте для наглядности, вот середина, где задней части идет, я вот этот участок отмечу маркером для наглядности просто. То есть вот отсюда мы начали вязать, и сейчас по кругу мы должны провязать все петли изнаночными. Итак, вот я провязала один ряд по кругу изнаночными петлями. Далее мы продолжаем вязать наши ряды по кругу, но сейчас мы вяжем этот ряд лицевыми петлями. То есть вот по кругу опять с одной, со второй, затем с третьей спицы мы все петли сейчас провяжем лицевыми. Итак, вот я провязала по кругу ряд лицевыми петлями. Далее следующий ряд, вот идет начало нашего вязания, я вяжу все петли изнаночными. То есть мы вяжем изнаночный ряд, лицевой ряд по кругу. Далее опять изнаночный ряд. Итак, вот я провязала ряд изнаночными петлями, и сейчас вот получается с лицевой нашей вот этой стороны у нас получилось после провязанной подошвы 2 платочные дорожки, вот провязана ниткой оранжевого цвета. А наш подъем я как раз таки и буду вязать 2 платочные дорожки ниткой оранжевого цвета, то есть одну вот я уже обвязала в конце ниткой василькового цвета, а так их провязано 2. И сейчас я беру нитку мятного цвета, и вот 3 платочные дорожки, подъем вот этот наш я провяжу сейчас вот ниткой мятного цвета. Поэтому сейчас вот здесь сзади, где у нас идет начало нашего вязания, нитку я оранжевого цвета уже обрезала, она нам больше не нужна. Беру вот 2 ниточки моего следующего цвета мятного, никаких закрепляющих узелков я сейчас не делаю, просто кончик прикладываю к краю и дальше продолжаю вязать наш подъем. То есть вот все петли сейчас мы вяжем лицевыми, то есть по кругу. То есть мы сейчас
самостоятельно должны провязать дальше наш подъем. Ниткой вот получается в моем случае мятного цвета. Один ряд лицевыми петлями, следующий ряд изнаночными петлями по кругу. Это мы получим одну платочную дорожку. Дальше опять лицевой и изнаночный. Это мы получим вторую платочную дорожку. И еще раз лицевой и изнаночный. Это мы получим третью платочную дорожку. То есть итого ниткой мятного цвета я должна еще провязать 3 платочные дорожки или 6 рядов. Итак, вот я провязала подъем, то есть у меня провязано 2 платочные дорожки оранжевым цветом и 3 платочные дорожки ниткой мятного цвета. Вот здесь все наши кончики я обрезала. Далее вот эти 2 кончика, чтобы здесь у нас не было никаких больших таких дырочек, я просто связала одним вот таким вот узелком. Оранжевый вот здесь и мятный. И все эти кончики вот я сейчас кладу вовнутрь. Вот идет задняя часть нашей пинетки. И мы сейчас переходим вот к этой спице, на которой у меня находится 10 петель. И мы сейчас будем вязать мысок пинетки. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх. Вот таким вот образом. Беру нитку мятного цвета, которую я сейчас вот здесь обрезала. Опять же, никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик кладу вовнутрь. И сейчас буду провязывать вот эти 10 петель центральной нашей части. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нити. И дальше вот все петли я провязываю лицевыми, не довязывая одну последнюю петлю. Вот у меня осталась одна последняя, вот 10-я петля. В тот момент, когда у нас остается вот эта петелька, я ее сейчас просто переснимаю, не провязывая, и вот одеваю эту петлю на левую спицу. Когда у нас будет вязание расположено лицевой стороной к нам вверх, то есть вот последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей с лицевой стороны. И дальше вязание я сразу же переворачиваю, получается, вот на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше вяжу опять все петли лицевые, не довязывая вот одну петлю последнюю. Когда в конце вот у нас осталась одна последняя петля, я ее сначала снимаю и одеваю вот на нашу следующую боковую спицу. С изнаночной стороны петлю подошвы, вот эту 10-ю, и петлю боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Кончик этот я подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас для наглядности, смотрите, вот раз, два, третью платочную дорожку я отмечу маркером, чтобы мы ориентировались, что это идет дорожка от нашего подъема, и дальше вот у нас провязана одна платочная дорожка, это именно дорожка нашего мыска. Далее мы по этой же схеме будем продолжать вязать наш мысок. То есть еще раз, первую кромочную петлю я снимаю, вот рабочую нить завожу между первой и второй петлей с лицевой стороны, и дальше вот я вяжу все петли лицевые, не довязывая одну последнюю петлю. Вот осталась одна последняя петля, я ее просто переснимаю и одеваю на боковую спицу. С лицевой стороны вот эти 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе, вот изнаночной петлей. И вязание я сразу переворачиваю вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы опять вяжем все петли лицевые, не довязывая одну петлю. Эту последнюю петлю я переодеваю на боковую спицу, и с изнаночной стороны вот эти 2 петли мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом, вот этот наш мысок я буду провязывать 11 платочных дорожек. То есть вот одна платочная дорожка у нас уже провязана, и начали вязать мы вторую платочную дорожку. То есть таким образом мы вяжем 11 платочных дорожек, убавляя в конце каждого ряда одну петлю от нашей боковой части. Итак, вот я провязала мысок от маркера 11 платочных дорожек, убавляя в конце каждого ряда одну петлю от боковой части. И если мы измерим наш мысок сейчас в сантиметрах, ну вот получается около 5 сантиметров. И теперь я буду приступать к вязанию вот этой части пинетки. Как вы видите, эту часть я буду сейчас вязать резинкой 1 на 1. Но для того, чтобы вот
у нас два края было одинаково с двух сторон, то есть здесь лицевая петля и здесь лицевая петля, у меня сейчас должно быть на спицах нечетное количество петель. Поэтому я сейчас провязываю. Вот первую кромочную петлю я снимаю, далее я вяжу 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, и дальше вот этих 2 центральных петли я провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Тем самым я убавила 1 петлю, и вот как раз таки на спицах у меня сейчас будет 9 петель, то есть нечетное количество. Дальше вот изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и последняя кромочная я провяжу изнаночной петлей. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны все петли провязываем по рисунку. То есть кромочную снимаем, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы продолжаем вязать резинку 1 на 1 в лицевом и в изнаночном ряду. Первую кромочную петлю мы снимаем, последнюю петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Таким образом я сейчас буду провязывать резинку 1 на 1 просто ровным прямым полотном, примерно где-то около 24 рядов. Сейчас я провяжу необходимое количество рядов и далее скажу, сколько это у меня получается в сантиметрах. Итак, вот я провязала участок этот из 24 рядов резинкой 1 на 1. И вот эта деталь у нас в сантиметрах получается, ну вот около 8 сантиметров. И теперь предлагаю, вот здесь можно ниточку нам оставить чуть подлиннее, так как в конце, возможно, там нам придется надвязать несколько рядов, ну или в любом случае нам придется закрывать наши еще петли, поэтому, ну вот небольшой участок я оставляю, и кончик здесь я обрезаю. Далее этот оставленный кончик я кладу вовнутрь, и вот эту спицу с резинкой, которую мы провязывали, я предлагаю сейчас просто вот отложить. В конце мы к ней еще вернемся. И теперь мы с вами будем приступать к вязанию вот этой вот части. Вот смотрите, я ставлю вот таким образом сейчас 2 пинетки. И смотрите, вот здесь у нас пуговка идет, и здесь вот эта лямочка, где мы застегиваем нашу пинетку. На наших пинетках вот эти лямочки должны располагаться с разных сторон, то есть в зеркальном отображении. Смотрите теперь, чем у нас будет отличаться правая пинетка от левой вот именно в процессе вязания вот именно этого момента. Сейчас, когда я провязывала вот эту именно пинетку, то есть начинала вязать вот эту оранжевую часть я с этого края, то есть я провязала вот по кругу все петли лицевые, и затем вот здесь в конце я добрала вот 14 петель. И дальше вот этот участок я вот так провязывала поворотными рядами. Когда я сейчас буду вязать вторую пинетку, то вот эти 14 петель, то есть петли нашей лямки, я должна буду набрать не в конце вот здесь вязания, а в начале. Поэтому я беру 2 ниточки оранжевого цвета, беру чулочную одну спицу, и на эту чулочную спицу обычным способом набора я сейчас набираю 14 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 петель я добрала. Вот этот вот наш кончик мы откладываем, берем нашу пинетку, и теперь вот этим оранжевым кончиком мы будем продолжать вязать вот эту заднюю часть. То есть мы вот сразу же начинаем вязать. То есть вот первую петлю я провязываю сейчас лицевой, хорошенечко вот здесь все подтягиваю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Вот лицевая, лицевая, это я провязала петли с одной спицы, кончик вот здесь этот подтягиваю. Я сейчас заднюю часть буду вязать на 2 спицах, то есть я дальше эту спицу вот убираю и дальше продолжаю вязать вот петли лицевые со второй боковой части на эту же спицу. Вот здесь в конце ряда, вот когда я вяжу пинетку вот на именно эту ножку, я последнюю петлю провязываю сейчас изнаночной, и вязание я буду переворачивать на изнаночную сторону и продолжать вязать петли в обратном направлении. Сразу вот здесь вам покажу, если вяжем мы пинетку вот допустим на первую нашу ногу, на получается это правую ногу, то есть мы никаких петель вот здесь с этого края не набирали бы, просто начали вязать вот все петли лицевыми.
То есть вот с одной спицы, со второй, и добирать петли вот на нашу лямку мы должны будем вот именно с этого края. Здесь набирать мы наши петли будем с помощью вот таких вот накидов. Вот, вот раз, два, три, 4, 5 и так далее. Набираем 14 петель, разворачиваемся, и вот эти петли мы точно так же вяжем вот поворотными рядами, и у нас получается лямка вот именно с этой стороны. Я сейчас вяжу лямку вот именно на левую ногу с этой стороны, поэтому эти накиды я сейчас вот распускаю, они мне не нужны. И здесь получается вот вязание я держу изнаночной стороной вверх, первую кромочную петлю я сейчас вот снимаю, и все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми, то есть также, чтобы у нас образовывались наши платочные дорожки. Последнюю петлю здесь в конце ряда я провяжу изнаночной. Итак, я провязала изнаночный ряд лицевыми петлями. Вязание я перевернула на лицевую вот сторону, и у нас получилось с лицевой стороны провязана одна платочная дорожка. Далее мы продолжаем вязать наше полотно поворотными рядами. То есть сначала мы сейчас провяжем лицевой ряд лицевыми петлями, вязание перевернем и изнаночный ряд провяжем лицевыми петлями и так далее. То есть мы сейчас должны провязать итого еще 4 ряда: лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный. Итак, я провязала 4 еще ряда, и у меня получилось вот здесь провязано 3 платочные дорожки. То есть итого мы сейчас провязали всего вот ниткой оранжевого цвета 6 рядов. Вязание вот я держу лицевой стороной вверх, и теперь мы будем делать вот с этого края отверстие для нашей пуговицы. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 2 петли лицевых, вот раз, два, то есть итого у меня здесь получается 3 петли, и после чего я делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу. Далее следующих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. То есть вот за счет этого нашего накида вот здесь у нас будет отверстие для нашей пуговицы. И дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Если бы мы сейчас вязали пинетку, вот получается на вторую ногу, там где у нас идет вот этот вот, скажем так, выемка, застежка для нашей пинетки с другой стороны, мы бы сейчас начали вязать вот этот ряд, провязывая все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 5 петель. Сейчас в конце я вам покажу, как бы мы делали отверстие для второй нашей пинетки. То есть, если бы мне сейчас нужно было сделать отверстие для второй пинетки, то есть, как я сказала, я бы не довязала до конца ряда вот 5 петель. Далее вот я сейчас бы вот эту первую и вторую петлю провязала 2 вместе лицевой петлей, сделала дальше вот таким образом один накид и провязала 2 лицевых и кромочные. То есть, таким образом вот ровно в зеркальном отображении мы сделали бы отверстие для второй пинетки. Так как мы отверстие сейчас сделали в начале ряда, то здесь я этот ряд довязываю до конца, последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную снимаю, и все остальные петли до конца этого ряда провязываю лицевыми. То есть вяжем сейчас все петли лицевые. Давайте до нашего накида сейчас я подключусь и покажу, каким образом нужно провязать наш накид. Итак, вот я довязала вот все петли лицевые до нашего накида. Накид мы этот будем провязывать лицевой петлей за длинную стенку, вот эту вот лицевая, так чтобы здесь у нас получилась вот такая вот дырочка. И дальше все петли вот я провязываю лицевыми, последнюю кромочную я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Вот идет наше отверстие для пуговицы. Я вязание держу лицевой стороной вверх. После того, как мы сделали вот это наше отверстие, сейчас вот поворотными рядами мы еще должны провязать 4 ряда: лицевой, изнаночный, и еще раз лицевой и изнаночный. Далее, после того, как я провязала 4 ряда, провязывала все петли лицевыми, вязание я держу лицевой стороной вверх, и у меня провязано вот 6 платочных дорожек. Сейчас я еще провяжу лицевыми петлями лицевой ряд, то есть все петли я провязываю лицевыми до конца этого ряда, и далее с изнаночной стороны мы будем приступать к закрытию петель. Лицевой ряд я провязала, вязание я переворачиваю вот на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я сейчас буду закрывать петли. Закрывать петли можно абсолютно любым удобным для вас способом. Я сейчас буду закрывать эти петли с помощью накидов, то есть первую кромочную петлю я снимаю просто, далее я делаю накид,
Следующую петлю провязываю лицевой и далее наш накид. Вот я протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И петлю, которая была вот на спице, я протягиваю и спускаю. Опять петля на спице, и я делаю один накид. Одну петлю провязываю лицевой и далее накид. Сначала протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И далее петлю, которая была на спице, также протягиваю и спускаю. Накид. Провязали, и теперь поочередно сначала накид спустили и затем петлю протянули и спустили, накид, провязали, протянули, спустили, накид, а затем петлю протянули и спустили, накид, протянули, спустили, накид, а затем петлю, опять накид, провязали, протянули и спустили поочередно, накид, а затем петлю. Таким образом мы закрываем этот наш ряд до конца. И вот я закрыла все петли до конца этого ряда. Осталась одна последняя петелька. Эту петельку я вытаскиваю вот подлиннее. И вот здесь вот ниточку от моточка можем уже обрезать. Далее в эту нашу петлю я продеваю кончик от моточка, который мы обрезали. И петельку аккуратно эту я нашу затягиваю. И вот такой вот красивый и аккуратный край у нас с вами получился вот с лицевой стороны. И вот так он выглядит у нас с изнаночной стороны. Теперь мы возвращаемся вот к этому участку, где мы провязывали вот эту нашу перемычку резинкой 1 на 1. Перед тем, как вот здесь закреплять вот эту часть, скажем так, язычок, надо сначала примерить. То есть мы кладем вот этот оранжевый кончик, вот где у нас идет отверстие для пуговицы, и вот этот вот язычок мятный я вот таким образом ровненько прикладываю. Нужно так, чтобы мы сейчас, когда вот здесь закрепим наш вот этот язычок, вот здесь, эта оранжевая часть, она у нас не была как-то скурежена, то есть при этом не должно быть здесь какого-то такого вот наоборот лишнего пустого пространства, то есть все должно быть плотно, но при этом нигде вот ничего не перетянуто. То есть, ну вот как здесь, видите? То есть у нас здесь все ровненько лежит, то есть нигде ничего не передавливает, но и при этом пустого пространства здесь никакого нет. И теперь мы будем вот эту нашу резинку соединять вот с этой платочной дорожкой. Вот я вязание держу изнаночной стороной вверх, то есть вот моя изнаночная сторона, вот мой язычок. На спицах у меня здесь 9 петель, поэтому вот здесь после резинки вот идет наша платочная дорожка, и вот здесь, вот допустим, в верхней дужке платочной дорожки я должна поднять 9 петель. Вот смотрите, раз, вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, 8, вот здесь где-нибудь, да, пусть будет так, вот здесь вот так 9 петель я подняла. То есть вот идет мое вязание. Вот таким образом сейчас выглядит. Сейчас я буду провязывать вот по 2 петли вместе. То есть я завожу спицу. Вот моя рабочая ниточка идет. Вот она у меня идет таким вот образом. Вот за переднюю стенку здесь и за переднюю стенку здесь. И эти 2 петли я вот провязываю вот здесь и здесь лицевой петлей, после чего эти 2 петли я снимаю со спицы. Далее опять здесь за переднюю стенку и вот здесь также следующую спицу за переднюю стенку. И эти 2 петли вот провязываю вместе лицевой петлей и петли снимаю. Вот опять передняя стенка тут, и вот провязали одну и сразу же вот вторую петли сняли. Язычок вот мы наш соединили, и петли эти мы теперь просто закроем обычным способом. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. То есть обычный способ закрытия без накидов. Провязала, протянула, спустила, провязала, протянула и спустила. Дальше мы нашу последнюю петельку вытаскиваем подлиннее, и кончик мы наш продеваем в эту петельку, и этот кончик аккуратно мы с вами затягиваем. И вот таким образом мы сейчас соединили вот этот наш язычок. Перед тем, как приступать к обвязке, я предлагаю сейчас вывернуть пинетку нашу вот на изнаночную сторону и все вот эти наши кончики спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом.
И вот я спрятала все кончики по изнаночной стороне, и теперь мне осталось сделать только обвязку. Предлагаю начать делать обвязку вот как раз таки с нашей подошвы. Мы сейчас будем обвязывать нашу первую платочную дорожку от нашего подъема. То есть смотрите, я держу пинетку вот задней частью нашей вверх. Вот идет наша задняя часть пинетки. И вот идет наша платочная дорожка. Я вставляю крючок. Крючок, кстати, я взяла 3 миллиметра. Вот в верхнюю вот эту дужку я сейчас буду вставлять крючок вот сзади. Беру ниточку вот контрастного цвета. В моем случае я взяла вот такой васильковый цвет. И провязываю вот первую нашу петельку. Делаю еще одну петлю подъема. И теперь я поочередно буду вставлять крючок в каждую вот эту вот петельку, которая смотрит вверх. Вот в верхнюю эту дужку я вставляю крючок, вынимаю петлю и эту петлю сразу же провязываю. Вот идет наша подошва. И вот сейчас по кругу так я буду обвязывать вот именно первую эту платочную дорожку и вставлять крючок буду в те петли, которые смотрят вот вверх. Вот они, наши дужечки вверх. Вынула петлю и эту петлю провязала. Ставила крючок, вынула петельку, провязала. Итак, вот я провязала ряд обвязки по кругу. Теперь я вставляю крючок вот в конце, в первую петлю, откуда я начала делать обвязку, в эту васильковую первую петельку. Вынимаю оттуда петлю и эту петлю сразу же продеваю через ту, которая у меня была на крючке. Делаю вот такую одну петлю подъема, ниточку от моточка обрезаем и вот эту нитку из этой петельки мы вытаскиваем. Аккуратно здесь все затягиваем. И теперь вот эти наши кончики мы с помощью крючка вот выводим их на изнаночную сторону. И затем в конце эти кончики по изнаночной стороне спрячем любым удобным для вас вот способом. Теперь я еще буду делать обвязку вот этой верхней оранжевой части. Повторюсь, обвязка здесь идет чисто как декоративный такой элемент, то есть поэтому делать ее не обязательно. Начинать обвязывать вот эту нашу оранжевую часть я буду вот отсюда, так как пинетку мы должны держать лицевой стороной вверх. Беру вот васильковую пряжу и вот вынимаю первую петельку аккуратно. Кончик пальчиком придерживаю, делаю одну петлю подъема и теперь точно таким же образом, как мы обвязывали нашу подошву, вот в кромочные петельки я буду вставлять крючок, вынимать петлю и эту петлю провязывать. То есть вот следующая петелька, вставили крючок, вынули, провязали. Вот следующая, вставили, вынули, провязали. Итак, вот я сделала обвязку вот этой оранжевой части, вот до вот этого оранжевого мятного стыка. Вот я провязала последнюю петельку, делаю одну петлю подъема, нитку от моточка я уже обрезала и петельку эту вытаскиваем. Аккуратно здесь все затягиваем и вот теперь эти вот кончики здесь и вот здесь мы должны спрятать самостоятельно любым удобным для вас способом. Далее мы вот этот наш язычок должны одеть вот сюда вовнутрь. Хорошенечко здесь мы все поправляем. Вот сюда мы должны будем пришить пуговку. Обязательно подбирайте пуговицу так, чтобы она хорошо проходила вот в эту дырочку. Пуговку эту вы можете пришить здесь, вот абсолютно на этом участке, в любом месте. Рекомендую здесь, если что, примерить. Вот, если есть ребенок рядом, на ножку малышу так, чтобы вот оно хорошо здесь вот облегала ножку и пинетка не спадала с ноги. То есть вот этой пуговкой вы сможете отрегулировать, скажем так, вот это вот расстояние, так чтобы пинеточка данная хорошо держалась на ножке малыша. Итак, друзья, после того, как мы сделали обвязку, пришили пуговицы, спрятали все наши кончики, наши пинетки полностью с вами готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы сейчас с вами будем прощаться. Обязательно встретимся с вами в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.